Привет! Это обзор MIDI-функций в педалях эффектов ShiftLine. Стереоэффекты Astronaut 5, Prism 2 и Everest 2 имеют гнездо для внешнего управления. Через это гнездо можно управлять параметрами приборов по протоколу MIDI. Это позволяет производить настройку без физического взаимодействия с педалью, задавать изменения параметров во время исполнения или записи, синхронизировать эффекты со скоростью трека и создавать дополнительные ритмические эффекты, получая более интересное и оригинальное звучание. Во всех стереоприборах ShiftLine присутствует гнездо внешнего управления параметрами. В Призме и Эвересте это гнездо X-Tab, в Астронавте гнездо Control. Педали могут распознавать несколько вариантов внешнего управления. Пассивные кнопочные контроллеры, пассивную педаль экспрессии, активные S и V триггеры и сообщения протокола MIDI. В этом видео мы рассмотрим только взаимодействие с протоколом MIDI. Astronaut 5 по умолчанию поставляется с настройками для внешнего управления по протоколу MIDI, а также имеет Setup мод, в котором настраиваются все параметры внешнего управления. Prism 2 и Everest 2 для работы MIDI необходимо перенастроить гнездо X-Tab. Для переключения гнезда X-Tab на этих педалях необходимо подключить прибор к компьютеру кабелем microUSB. Затем открыть флеш-накопитель прибора на компьютере. Зайти в папку AFX Setup и открыть файл PrismSet или EverestSet. И заменить значение параметра Global Jack X-Tab с единицы на 10. Этот параметр переключит гнездо в состояние приема MIDI-сообщений. Также сразу необходимо настроить и остальные MIDI-параметры педали. MIDI Channel устанавливает номер MIDI-канала. В нашем случае приборы будут иметь разные каналы. Установим Everest на прием сообщений второго канала, а Prism на прием сообщений третьего канала. Параметр MIDI Clock Enable отвечает за прием MIDI Clock сообщений. Он включен по умолчанию, установлена единица. Если вам не нужна синхронизация, то отключить ее можно, установив значение 0. Параметр MIDI PC Enable работает тем же образом, что и Clock, но влияет на прием Program Change сообщений. После того, как все MIDI параметры настроены, сохраняем файлы и безопасно извлекаем диски из компьютера. Отключаем шнур USB, а затем питание прибора. Изменения параметров применяются при следующей подаче питания. Включаем приборы. Теперь эффекты готовы к приему MIDI-сообщений. Очень важным моментом является использование правильного кабеля для соединения источника MIDI с эффектами. В наших педалях используются TRS-соединения MIDI Type A, и больше всего вопросов возникает именно с тем, что это и почему шнур не работает. Объясняем. На странице поддержки приборов приведена правильная распайка и ссылка на стандарт. Однако ошибки при изготовлении кабелей – самая частая проблема. Основная часть MIDI-устройств все еще оснащена разъемом DIN 5, и самый распространенный кабель для соединения DIN 5 в DIN 5. Для подключения наших приборов он не подходит и нужен специальный, который уже становится новым стандартом в гитарных педалях. DIN 5 в TRS Jack 6,3 мм. Важной особенностью DIN 5 является то, что каждый контакт имеет цифровое обозначение. И именно на него нужно ориентироваться, ведь сам разъем двусторонний. Контакт, что расположен слева, становится правым и наоборот, в зависимости от точки зрения. Именно тут на помощь приходят цифры, расположенные у контактов разъема. При изготовлении кабеля ориентируйтесь только на них. С разъемом TRS все проще. T – тип, кончик, соединяется с контактом 5. R – ринг, кольцо, соединяется с контактом 4. И S – слив, гильза, с контактом 2. Если что-то перепутать, то MIDI-управление не будет работать. Если вы не уверены в том, что сможете изготовить такой кабель, то обратитесь к тому, кто точно сможет. В этом видео мы используем кабели производства Bigfoot. Ссылку на паблик в ВК вы найдете в описании. Наши педали вполне успешно могут принимать сообщения от одного источника через пассивный сплиттер. Вот пример шнура сплиттера, который посылает сообщения в 3 прибора одновременно.
Также существуют девайсы, оснащенные разъемом MIDI Type-A, как, например, Korg SQ64. Для соединения с такими приборами используется стереопатч 3,5 в 6,3 мм. Если вам необходимо соединить источник, у которого выход MIDI Type-B, например, Arturia BeatStep Pro, то проще всего использовать переходник Type-B в DIN5, к которому подключить DIN5 в Type-A. Исторически сложилось, что переходники Type-B белые, а Type-A черные. Но будем надеяться, что приборы с распайкой Type-B скоро перестанут выпускать и останется только признанный стандартом Type-A. После того, как наши приборы настроены, настало время их подключить друг к другу. Вот примеры коммутации нескольких приборов. Digitact раздает сообщение на все 3 педали по кабелю-сплиттеру. Korg управляет одной педалью по кабелю 3,5 на 6,3 мм. Приложение на компьютере управляет параметрами педалей через активный сплиттер. В наших приборах предусмотрено управление любым параметром по протоколу MIDI, кроме настройки скорости нарастания и спада виртуальной экспрессии призм. Это исключение связано с тем, что эти параметры для непосредственного взаимодействия с педалью, а не для внешнего управления. Скорость движения фильтра и без них доступна по MIDI. Параметр MIDI Clock глобальный и не относится к каналу. В каких-то приборах непрерывный, в каких-то поступает только во время воспроизведения. MIDI Clock не самые точные часы. Наши педали оснащены системой фильтрации клок-сообщений. Это необходимо для большей стабильности системы и позволяет более точно и без артефактов настроить тактирование приборов. Может показаться, что даже при поступлении клок-сигнала педали не синхронизованы из-за того, что не совпадает фаза работы индикации. Однако допуски точности синхронизации очень небольшие и тактирование точное. Синхронизовать работу индикации в разных приборах невозможно из-за природы MIDI-клока, но можно быть уверенным в том, что она работает как положено. Параметры, которые нужно контролировать в реальном времени, управляются CC-сообщениями определенного MIDI-канала. Настроим внешнее управление кроссмиксом Астронавта 5 с секвенсором. Для этого рисуем кривую управления или настраиваем LFO для CC номер 9 и посылаем сообщение в первый MIDI-канал. Приборы поддерживают управление всеми параметрами одновременно. Вот пример управления параметрами сразу нескольких педалей с секвенсором. Точность и качество управления зависит скорее от источника MIDI-сообщений. Мы рекомендуем устанавливать частоту передачи сообщений в районе 17 миллисекунд, как наиболее стабильную. Сделать это можно не во всех приборах и приложениях, но если есть возможность, устанавливайте. Еще одним типом команд управления по MIDI является Program Change сообщения (PC). Они используются для смены программ, доступных в приборе. Тут стоит отметить, что наши педали имеют два типа восприятия Program Change. Призма и Everest используют эти сообщения для переключения алгоритмов обработки, в то время как Астронавт переключает именно программы, алгоритм плюс все параметры его настройки. Для вызова конкретного пресета в Призме и Everest необходимо посылать набор из PC, который установит алгоритм, и CC сообщений необходимых параметров. Вот пример переключения программ внешним контроллером в Астронавт 5. Пример смены пресета в призм. В этом видео мы показали, что источником MIDI-сигналов может быть как специализированный контроллер или аппаратный секвенсор, так и компьютер или планшет. Возможности использования данных инструментов разные, но смысл один. Внешнее управление параметрами педалей полезно и позволяет добиться очень интересных результатов. А иногда превратить довольно простую партию в нечто совершенно новое. И все это без необходимости контролировать параметры прибора руками. Надеемся, что это видео помогло вам разобраться с тем, как настроить и использовать внешнее управление по MIDI с нашими приборами. Подробное описание, видеопримеры и инструкции по каждому из них вы найдете на нашем сайте.
Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Спасибо за внимание. До свидания. Thank you.